мы можем эту модель маленькую, она очень ограничена такая, все-таки распространить на будущее и предположить, что если стороны захотят договориться, они, наверное, смогут это сделать, поскольку я живой свидетель и живу недалеко от этого арсенала, и в этот момент мне надо было ехать в Москву. Я уже купил автобусный билет и был свидетелем того, как работает эта вот машина предупреждения в чрезвычайных ситуациях, потому что Зеленский вполне может подозревать, что Трамп имеет свой интерес. Он хочет вот Израиль, так сказать, спасти от атомной бомбы иранской с помощью Путина. Поэтому на меня давит. Всем привет, вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь я журналист Евгений Ширяев, мой отец военный обозреватель Валерий Ширяев. Продолжаем рассказывать вам о самых интересных событиях. Я тоже рад всех вас видеть. Напоминаю, что на все ваши вопросы, в том числе и на те вопросы, которые вы задаете в комментариях к выпуску на YouTube, мы отвечаем в рамках единого формата в нашем аккаунте на Boosty. Имейте в виду, что при наших ответах мы всегда вступаем с вами в полемику и готовы на все, что вам непонятно, ответить и еще раз. Поставьте этому ролику лайк, а мы начинаем. Начнем мы с сообщения Минобороны о населенных пунктах, которые были взяты российскими войсками за минувшую неделю. Это Новомихайловка, Тарасовка, Сухая Балка, Шевченко, Валентиновка и Преображенка в Донецкой области. Также российские войска освободили населенный пункт Олешня в Курской области. Как я и говорил, наступления возобновились, не наступления, а атакующие действия российской армии возобновились по всему фронту, но вот на этой неделе наибольший акцент будет, судя по всему, на Покровском направлении, потому что южнее Покровска возобновились такие серьезные очень атаки российской армии. И если говорить о существенных каких-то деталях этой недели, то все больше появляется сообщений от источников о том, что, как я уже и говорил, зелень появляется на деревьях, на кустах, в лесах, в посадках, в городских естественная маскировка. Да, естественная маскировка. И вот уже есть даже сообщение о том, как штурмовые группы прячутся от наблюдений и атак FPV-дронов украинских и накапливаются в зеленых посадках. Но это только начало, в ближайшие дней 10 восстановится, может быть, 2 недели, это полностью зеленый покров. И это будет важным обстоятельством, которое изменит действия сторон. Конечно, и просохнут дороги окончательно, не дороги, а поля, я имею в виду, что можно будет там объезжать основные дороги, так сказать, по полю и так далее. Но еще важно, что все больше и больше, судя по всему, действия войск с обеих сторон начинают каким-то образом координироваться с действием, не с действием, а с событиями на переговорном треке. То есть где-то кто-то ведет переговоры, так сказать, а все смотрят на события, которые происходят на поле боя и так далее. И вот мы потом поговорим еще о том, как Россия наносит удары по Украине и так далее. Все это Украина по России, все каким-то образом это обязательно откликается в прессе, в комментариях экспертов и так далее. И, конечно, и политики не могут не реагировать на это. То есть все-таки вот эта вся активность, она явно завязана на попытке давления на переговорную позицию противника. В минувшую субботу Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Вот неделю спустя, как ощущается, оно вообще соблюдалось или нет? Значит, перемирие – это общее такое слово для всех, по большей части для журналистов. Вообще это прекращение огня. Это было добровольное действие, то есть Путин сразу объявил, что вот хотите, присоединяйтесь. Его обращение было к Зеленскому, или вообще к руководству в Киеве. И
никто, в общем, и не ожидал, что вот Украина немедленно там откликнется. Дело в том, что сделано это было так, чтобы вооруженные силы Украины, зная об этом готовящемся прекращении огня, не подготовила каких-то атак, чтобы у него было минимальное количество времени, и объявлено это было за 3 часа до вступления в перемирие. До наступления перемирия. То есть за 3 часа у Зеленского не было никакой возможности собрать там Сырского, Генштаб, договориться с ними. А он что, не планировал ничего такого? Нет. Он не планировал, это была совершенно неожиданная вещь для всех. То есть, поскольку само прекращение огня было очень кратковременное, всего 30 часов, значит, сделана была ставка на то, чтобы противник, то есть вооруженные силы Украины, не успеют ничего предпринять, воспользоваться этим. То есть они, конечно же, встали в такую позицию политическую, как реагировать. Ну, поначалу это категорически отвергалось. Был такой случай раньше, так сказать, в 23 году. Путин тоже уже пытался объявить рождественское перемирие. Тогда Зеленский его отверг. Вот, перемирия никакого не получилось. Вот. Ну, а сейчас вот как бы второй заход. И поначалу Зеленский резко, так сказать, выступил как бы с такой речью, которая явно давала понять, что он против. Ну, потом позицию скорректировали, и уже по результатам перемирия, уже потом, когда все закончилось, Министерство обороны Российской Федерации опубликовало заявление, из которого ясно, что у Украины с их стороны тоже военная активность резко понизилась во время перемирия. То есть с той стороны пришел отклик. Они тоже включились вот в это действие. И это вот для обычного человека, там, главнокомандующий объявил перемирие, все должны замолчать. На самом деле... Нет, ну понятно, что все равно должна соблюдаться цепочка субординации. Да, каждый да. Командир, приказ. Да, вот боец на фронте, он выполняет приказ понятно, что у него есть командира. Понятно, что у него есть телефон, он может увидеть эту новость в средствах массовой информации и подумать... Значит, не надо соблюдать. Но так же не бывает. Так война, не бывает. Он выполняет выполняет приказ командира. И вот его непосредственный командир должен ему дать приказ. Все, останавливаем стрельбу, молчим и так далее. Далеко не на все участки фронта вот этот приказ последовал. Точно совершенно. Вот, на всем протяжении Сумского или Курского фронта, как угодно его называй, то место, где раньше был плацдарм ВСУ в Курской области, его остатки, шли бои и за освобождение этого монастыря Свято-Николаевское возле села Горналь. За освобождение Горналья сейчас там идут бои. В Харьковской области в 2 местах. Никакого приказа от непосредственных командиров прекратить бои не было. А вот на запорожском направлении прям было конкретное прекращение огня, и противник тут же откликнулся, и с той стороны тоже прекратился огонь довольно быстро. Вот там, где это случилось... А почему где-то это случилось, а где-то нет? Ну вот по обстоятельствам, ну по большей части на значительном протяжении фронта это все-таки случилось. Там, где это случилось, обе стороны немедленно попытались извлечь из этого выгоду. Ну как-то бросились в безопасных условиях вывозить раненых. Сразу немедленно похоронные команды выехали. Ну не похоронные, а эвакуационные на фронт, собирать тела павших. Вот это очень важный момент, потому что они лежат на одном и том же поле зачастую, и российские, и украинские бойцы погибшие. Да? И похоронные, в смысле эвакуационные команды должны иногда работать прямо рядом друг с другом. Вот. И не провоцировать стрельбу. Вот это все проходило, но они старались себя обозначать, там кресты красные, белые флаги, то есть маркировать как-то, чтобы было видно. И тем не менее это получилось, и это очень обнадеживает, что военные вообще-то при всей той ненависти, которая между ними существует, в критических моментах, когда и тем, и этим выгодно, они могут договориться. Ну, выгодно в том смысле, что убитых-то надо вывозить и этим, и этим. Вот, они могут договориться. То есть на будущее надо это принять к сведению обязательно. Во-первых, вот, конечно, еще есть момент важный, что Путин в принципе может объявить перемирие. Это как бы доказано теперь, ну как скажем, экспериментально. Да? Вот. Ну и еще очень
Значит, момент важный для всех был это подвоз боеприпасов, а самое главное там воды, еды и так далее, все это расходный материал, который всегда осложняется полным тотальным контролем FPV-дронов на многих участках фронта, которые с неба просто атакуют все, все это очень тяжело. И, конечно, надо констатировать, что вот полная управляемость российской армии, в чем сомневались некоторые, да, и боялись эксцесса-исполнителя, что какой-нибудь командир батареи нарушит приказ. Я имею в виду средства дальнего поражения. Тяжелая артиллерия, ракеты, все эти... Самодеятельность. Да, самодеятельность. Искандеры и так далее. Все, что касается тяжелого оружия, которое летит там на десятки и сотни километров, это под полным контролем. Все это было прекращено, и вот эти авиация не летала. Вот эти бомбы с модулями, с крылышками, да, управления, они, и планирования, они, конечно, тоже не летали. И это совершенно очевидно свидетельствует о том, что если в дальнейшем что-то подобное кто-то затеет, это можно делать. То есть мы можем эту модель маленькую, она очень ограничена такая, все-таки распространить на будущее и предположить, что если стороны захотят договориться, они, наверное, смогут это сделать. Но нужны серьезные инструменты, которые подпирать будут эту добрую волю сторон. Ну, наблюдатели, система разведения сторон, протоколы наблюдения, так далее. Еще много-много чего еще надо сделать. Но в принципе, все-таки это обнадеживающий результат. В Киржачском районе Владимирской области на этой неделе произошел крупный пожар, как сообщает Минобороны, на территории воинской части. Там начали гореть боеприпасы и стрелять. Речь идет о 51-м арсенале ГРАУ. Это одно из крупнейших хранилищ боеприпасов в России. И это всегда раньше был такой образцово-показательный арсенал. Туда очень любили привозить журналистов, сотрудники Министерства обороны, показывали им, как там все устроено. Поэтому есть и фотографии, и рассказы об этом арсенале в прессе раньше, начиная там, с очень давних времен. Поэтому мы знаем, что там хранилось и как хранились артиллерийские снаряды, снаряды для мелкокалиберной артиллерии, зенитные ракеты, много чего вообще, в принципе. Согласно данным открытой печати, этот большущий арсенал, в котором 14 километров железнодорожных путей, 15 километров автомобильных путей, внутри арсенала только лишь, да, он был максимальной емкостью, его мог вмещать 274 тысячи тонн боеприпасов. Надо сказать, что поскольку я живой свидетель и живу недалеко от этого арсенала, и в этот момент мне надо было ехать в Москву, я уже купил автобусный билет и был свидетелем того, как работает эта машина предупреждения в чрезвычайных ситуациях, потому что чрезвычайная ситуация была введена довольно быстро, в течение 3 часов. Дальше началось самое главное. То есть снаряды во время пожара взрываются, реактивные снаряды летят во все стороны. Вот, они залетали и на территорию Киржача, в том числе. Фотографий и видео огромное количество, люди не стесняются, выкладывают сразу же, тут же, значит, то есть опровергать это бесполезно. Вот что очень важно знать всем, и думать над этим, в том числе и правительству России, конечно, но и всем жителям. Дело в том, что все эти арсеналы строились в Советском Союзе. То есть очень-очень давно. Они гигантские. И тогда расстояние между городами и арсеналами было другое, не такое, как сейчас. Вот и в те 50-е годы расстояние между арсеналом и Киржачом было 7 километров. Советский Союз развалился, пришел рынок, торговля землей и так далее. Начали разрастаться деревни и дачные поселки за счет новых участков, которые... Потом стали возникать новые дачные поселки, которые... И буквально все стало застраиваться домами. И там, где раньше было чистое поле, сейчас вокруг арсенала просто море дачных поселков.
Все это к тому, что это по всей России так. Не в Киржаче, а везде города разрастаются. Вот у нас, например, запрещено, и совершенно правильно, продавать землю под крупными линиями электропередач. Да, это очень опасно для здоровья, вредно и так далее. Ну, на вырубках вот на этих вот. Но, тем не менее, продаются, люди строят жилье. Это вот то, что вообще нельзя делать, тем не менее, это делают. А уж вокруг арсеналов строить дачи, так сказать, никому и в голову не приходило. Может, еще и не знают, когда... И не знают, и в голову, хотя, в принципе, он во всех справочниках есть. Ну, что касается самой причины, то она неизвестна пока, будет комиссия, но вот намеки украинских источников некоторых о том, что это вот вы понимаете, эти намеки, они как бы не подтверждаются, потому что если это реактивная система, а у украинцев такие появились, то у них очень характерный звук реактивного двигателя. А это было в 4 часа дня, при ясной погоде, в хорошем Люди солнце. были на улице. И все были на узнать, даче. да. Нет, это однозначно бы зафиксировано. Точно так же, как и дроны. Да, и пролет. Мы знаем, как эти дроны выглядят. Вот только что была атака на Алабугу украинская. Мы видели, как эти дроны выглядят. Ну, их огромное количество, так сказать, этих видео. Мы знаем. Это четко было бы зафиксировано. Вот 100% совершенно, поскольку вокруг арсенала просто море дач. Все, я думаю, что это не соответствует действительности. Может быть, действительно, сварка и так далее. Все как у нас. И до специальной военной операции арсеналы взрывались. И на Украине они взрывались. Новости постоянно об этом. Да, новости постоянно. Поэтому делать из этого вот прямо обязательно историю, что это результат украинской атаки, нет, я бы не стал. На этой неделе все ожидали каких-то хороших новостей о перемирии в связи с встречей в Лондоне, на которой должны были присутствовать министры иностранных дел. Однако после заявления Зеленского о том, что Украина не готова и не признает Крым российской территорией никогда, все пошло, в общем, не туда. Сначала Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что у него не получится прилететь на эту встречу. Потом отвалились министры иностранных дел Франции и Германии, и все это так спустилось на уровень ниже, до уровня уже каких-то там дипломатов, экспертов. Нет, экспертов, да, и советников. И советников. Ну, то есть, фактически, лондонская встреча на уровне, которым была задумана, по факту отменилась. Просто отменилась, ее и не было. И хотя украинская делегация в том же составе прилетела, там, в главе с Ермаком, они беседовали с людьми, которые таких полномочий не имели. Насколько я помню, там очень важный был момент, что Зеленский сказал, что наша делегация и не имеет полномочий даже обсуждать такие вопросы, ну, там, признание Крыма и так далее. Он сказал, что Конституция Украины вообще не позволяет признавать Крым. Он сказал, что делегация, даже ей запрещено об этом говорить, она уполномочена говорить о прекращении огня. Вот. И вот главный посыл Зеленского был, что мы летим, но обсуждать мы будем только прекращение огня. Но ты знаешь, вот здесь, поскольку о прекращении огня разговор зашел, нарисовался такой взаимный обоюдное такое противоречие и интерес и России, и Украины. То есть Зеленский говорит, мы отказываемся, это прям вот цитата такая, да, почти, что мы отказываемся обсуждать вообще территориальные вопросы до прекращения огня. Вот сначала прекращение огня, а потом все остальное. А со стороны российских официальных лиц, наоборот, звучат такие разговоры. Сначала обсудим ключевые вопросы, главное, а уж потом о прекращении огня. Вот это прямо противоположная вещь. И обвалилась вся конструкция переговорная, которую подводили вот к лондонской встрече. Тут еще сыграла роль немалую и статья Financial Times. Она вышла немножко позднее чуть-чуть. Она такая была очень важная для всех. Даже я вот как бы среагировал, начал внимательно вчитываться, что там написано. Там утверждалось, что Путин на переговорах с Виткофом Трамп сказал, что все, мы отказываемся от тех территорий, которые не контролируем, на территории Донецкой области
Херсонская, Якобы готовы пойти на такую сделку. Готовы пойти на такую сделку, все, значит, и это прям настолько всех возбудило, все стали об этом говорить, и так далее. Песков прям очень быстро это все опроверг, сказал, не надо верить. Ну нет, еще и высказался и Зеленский, и Песков отдельно. То есть, эта статья, она спровоцировала политиков, она заставила их высказаться. Ну, как бы журналисты в данном случае приняли решение выпустить такой слив, который как бы приводит к политическим последствиям. То есть они стали сами политическими акторами в данной ситуации. Да, журналисты как политики. Как в каких-нибудь фильмах про крутых журналистов, которые такие, мы сейчас там... Ну да. Ну вот получилось так. И в результате, значит, Россия вынуждена была еще раз повторить свою позицию в нескольких местах о том, что нет, вот должны оставить всю территорию этих... Украинские войска должны выйти. Должны, да. И еще раз, и еще раз, и еще раз. Да, на самом деле довольно быстро все уже забыли эту статью, потому что поняли, что это что-то какой-то мутный слив. Ну, фейк. Вот просто, поскольку это произошло за сутки до лондонского вот этого, значит... А Financial Times, напомним, это британская газета. Да, это английская газета, и это случилось за сутки до лондонского саммита этого. Поэтому я как бы решил, что это, ну, как бы часть, вот эта статья является частью всей вот политической интриги. Ну, по крайней мере, мне так показалось. В общем, кончилось все это тем, что сейчас... Ничего не произошло. Все сорвалось. И будет Трамп исполнять свои обещания бросить Украину на произвол судьбы, или он все-таки попытается спасти ситуацию и еще раз зайти на переговоры, так сказать, вот с Зеленским провести, значит, разъяснительную работу и так далее. Я не знаю, посмотрим. В ближайшее время, может быть, еще не все потеряно. Если Трамп выполнит это обещание, несколько уже его приближенных об этом говорили, что если что, мы сейчас хлопнем дверь и уйдем, и все, делайте сами, что хотите. Если, то в случае, если будут в самом жестком варианте вот, реализованы эти угрозы, ну, во-первых, те самые самолеты F-16, о которых столько говорилось, которые так ждали на Украине, вот наконец-то, они на самом деле без обслуживания, без запчастей, без многих-многих вещей, которые находятся в руках США и Пентагона, летать скоро не смогут. То есть эксперты западные, они указывают, что может наступить период, когда эти самолеты будут прикованы к земле уже от 4 до 9 месяцев, ближайшие, это первое. Ничего не произойдет. Украинская армия совершенно спокойно это переживет. Были эти F-16, нет этих F-16, все дальше будет развиваться как есть. Значит, сам Зеленский неоднократно говорил о том, что да, украинские войска, ну, ВСУ, сильно очень зависят от развединформации, которую поставляют американцы. Данные американского, значит, радара, американского ПВО и так далее. Но и самолеты дальнего радиолокационного обзора, это тот самый радар НАТО, который стоит в Норвегии, самый крупный радар, между прочим, самый мощный, который предупреждает. Все целиком, система предупреждения строится на данных американцев. Это важная очень штука. В том числе есть такие вещи, о которых, может, люди и не задумываются. Если строятся какие-то планы о наступательных или оборонительных действиях, ты должен точно знать, как конфигурация войск противника напротив тебя. И это тоже американские данные. То есть качество военного планирования украинского без подробных американских спутниковых карт и так далее, оно ухудшится, оно станет хуже. Переживет ли украинская армия это? Переживет. Да, будет по-прежнему сражаться, но тем не менее качество ухудшится. Также точно, но вот если мы говорим о сочетании обстоятельств, ухудшения ситуации с призывом, ну не с призывом, а с мобилизацией, на самом деле, с мобилизацией людей и одновременно истощением боеприпасов, то все это война на истощение. Вот это, да, война на истощение, и это отложенное действие. Сейчас, после того, как Трамп сказал, я вас бросил, все прекрати, ничего особенного не произойдет,
но через год это будут серьезные последствия. Да, это можно в значительной степени перекрыть использование FPV-дронов вместо артиллерии. И украинцы сейчас делают все, чтобы перевести вот на это оружие всю свою боевую работу. И тем не менее нет, без артиллерии, без разведданных и особенно без техники военной, ну я имею в виду на колесах, которые ездят и так далее, все это, подвозят пехоту на передний край, все без этого, конечно, ну, очень серьезно ухудшится положение Украины, очень серьезно. Это все отложено, это все впереди. То есть эти угрозы Трампа, если он их осуществит, они возымеют свой вот, реальный результат, возымеют не скоро. Переговоры идут, а тут выходит интервью с бывшим министром обороны Сергеем Кожугетовичем Шойгу, который вдруг снова не он снова, а вообще вспомнил ядерную риторику и напомнил, что да, если будет какая-то агрессия, то Россия вправе... Сейчас идет очень активное обсуждение на Западе вот этой фазы после гипотетического перемирия, как будет соблюдаться интерес Украины. Ну, то есть гарантий никто не дает, а вот давайте введем туда войска. И все крутится вокруг одного. Вот войск НАТО на Украине, только под разными соусами. И как ты это не называй, все равно войск НАТО. Один черт получается. И вот сюда вмешивается Шойгу, ну не вмешивается, я думаю, это санкционированное его выступление, вот, где он говорит о том, что не забывайте, вот ядерное оружие, вот прямое столкновение на территории Украины закончится вот так вот. То есть он просто напоминает то, о чем Путин проговорил уже там 2 года назад всем. Так часто говорил, что все просто уже, так сказать, должны были как дважды два это запомнить в представлении российской пропаганды. Просто вот Шойгу на всякий случай еще раз напомнил. Это все связано исключительно с обсуждением способов ввести войска на Украину. Это не о том, что приблизилась атомная война, о том, что опасность усиливалась. Нет, нет. В данный момент США и Иран начали снова переговоры о ядерной сделке. Вот 26 апреля, в субботу, состоится очередной раунд переговоров. Да, но это застарелая зона ответственности Трампа, потому что Трамп разрушил предыдущую конструкцию. То есть уже был заключен договор между Ираном и Европейским Союзом. При Обаме. Да, при Обаме. А потом Трамп пришел и сказал, что его не устраивает, что Иран все равно производит там, где-то работу ведет по ядерному оружию. Все, разрушил сделку, ввел санкции. Сейчас он опять у того же разбитого корыта находится. И ну, надо еще раз, видимо, повторить, то есть, как говорится, не лишним будет, что гораздо более важный может быть для Трампа участок маленькой территории на всем земном шаре – это Израиль, а вовсе не какие-то гигантские там территории типа Гренландии, которые он хочет к себе присоединить, там, или там, Канады. Нет, Израиль гораздо важнее. Намного, вообще, так сказать, мне кажется, об Израиле думает там много чаще, чем про Украину. Вот. Ну, вообще, этот израильский вопрос, а с недавних пор и палестинский, то, что вообще всю Америку политически разделило на 2 лагеря. Да, ну, да, или да. на 4 лагеря, скажем так, в каждой из партий по 2 лагеря. Да, ну, в общем, действительно, вот этот вопрос, вот после этого захвата заложников, вот уже больше года как, и всех этих событий с уничтожением сектора Газа, гибелью огромного количества людей, все это действительно вот очень важно. А Иран, поскольку у него прямо вот в основополагающих высказываниях его лидеров обязательно, так сказать, повторяется, что Израиль не имеет права на существование, да, продолжает на подземных своих заводах в огромном количестве центрифуг, специальных устройств, обогащать природный бедный уран до уровня, в котором можно его использовать для создания атомного оружия. Вообще это опасный уровень наступает
при 60% обогащения. Вот. И что Трамп добился? Ну, он, да, расторг сделку и так далее. Вот прошло время, Байден ушел, пришел опять Трамп. А Иран как обогащал, так и продолжает войну. Надо что-то делать. И родилась идея. А давайте мы вот договоримся с Ираном, что отменяем санкции, там все будет в экономике улучшаться резко. Иран вообще на самом деле ждет очень серьезно. Бизнес иранский, да простые люди, они, конечно, ждут отмены этих санкций, без сомнения. Здорово, они мешают экономике, ее развитию. Но вот давайте вот так сделаем в обмен на значит, вывоз этих расщепляющихся материалов, то есть ядерных материалов, куда-нибудь. Вот не на территории Ирана складировать. Иран никому не доверяет. Вообще, в принципе. Там, вот такой менталитет у иранцев, что они доверять кому-нибудь не склонны. И тут выясняется, что есть два союзника, которые, в принципе, какую услугу могут предложить. Ну, сейчас между Россией и Ираном уже подписан договор о стратегическом сотрудничестве, а еще есть Китай, который в Иране имеет очень много интересов, вложил много денег, и вообще с китайцами у иранцев все хорошо. Они туда нефть продают прямо. То есть можно предложить Китаю или России вывести эти расщепляющиеся материалы на территорию России. А если потом, в дальнейшем, США, как уже один раз случилось с Трампом, нарушат свое слово и опять все введут и так далее, ну, значит, этот гипотетический хранитель этой будущей атомной бомбы Аятоллы вернет эти ядерные материалы обратно Ирану. Вот такая схема. Ну и Китай, и Россия, наследница Советского Союза, как обладатель крупнейшего ядерного комплекса, про атомные бомбы знают все. Учить не надо никого, как хранить, где безопасно хранить, как сделать так, чтобы они были недоступны для возможных там таких террористических атак и все остальное. Это все известно, все здесь можно сделать. Вопрос доверия. И тут выясняется, что, ну не выясняется, а как бы по ходу дела важное обстоятельство, что одновременно же идут переговоры между Трампом, Россией и Украиной по ситуации на Украине. Тут получается, что Россия может оказать Трампу услугу, то есть вот взять на себя эту функцию, обезопасить Израиль, вывести перспективные материалы для атомной бомбы, значит, на хранение к себе, там, в другую страну. И это, конечно, будет воспринято с благодарностью Трампом, вопросов нет. Да и Иран после таких вот тесных контактов и заключения этого договора стратегического тоже в большей степени может довериться России. Одновременно есть интересы Украины, ну, интересы Зеленского, его значит, соратников, всех и правительства Украины, у которых все свое. Будет ли Трамп давить на Украину, чтобы она больше была, так сказать, склонна уступать России, с тем, чтобы Россия помогла Соединенным Штатам с Ираном, вот с этой атомной бомбой. Такая вот конструкция интересная. Но возникло все это уж больно как-то одновременно. Угу. Только эти переговоры, и тут вдруг нате вам. А давайте реанимируем ядерную сделку по Ирану в новой конфигурации. Я думаю, что вполне возможно, что в этом есть такой стратегический замысел и США, и Путина. У Путина свой интерес, да, как бы он хочет это использовать. Да, я окажу вам услугу в другом месте. Бартер называется. Я тебе там, ты мне здесь. Вполне возможно. И, конечно, вот это недоверие, которое рождается между Зеленским и Трампом, оно, конечно, обусловлено еще и тем, что Зеленский вполне может подозревать, что Трамп имеет свой интерес. Он хочет вот Израиль, так сказать, спасти
от атомной бомбы иранской с помощью Путина. Поэтому на меня давит. Вот. Да, и вот здесь, как вот востоковед, иранист, могу сказать одну вещь. Иранцы очень непростой народ. И первый вот урок, который нам давали, персидского языка, он звучал, так вот буквально и звучал. Дивар мушгарат, муж гуйдарат. Ну, то есть в стенах есть мыши, у мышей есть уши. Это народная поговорка, которая не какая-то там сентенция какая-то, значит, которая там восточная мудрость, которую изредка применяет. Нет, это обычное дело, то есть применяется постоянно. И это вот норма, потому что издревле, начиная там с 8 века, при разделении на шиитов и суннитов, сунниты часто бывали меньшинством, которые третировали, значит, вплоть до страшной резни, и выработался такой способ, называется такия, когда верующим шиитам разрешается прикидываться верующим другой конфессии, называть себя суннитом. И даже отказываться от каких-то обязательных религиозных обрядов, там, ритуалов, чтобы не возникало подозрения, на себя не навлекать. Это для сохранения жизни, здоровья близких и вообще, так сказать, там, всего себя. И это распространилось в дальнейшем на целые регионы, на страны. И в Иране это стало нормой давным-давно. То есть скрытность, недоверие. И в России, у нас в русском языке, из-за в свое время такой тотальной системы крепостного права, когда крестьянин бесплатно фактически работал на дядю, ну, то есть на помещика, возникло огромное количество поговорок, очень нехарактерных для других стран, о том, что можно и не работать. Работа не волк, в лес не убежит. От работы кони дохнут. А если наберешь, захочешь в словаре, найдешь очень много таких поговорок. Странный, крестьянин не должен так про работу говорить. Но, тем не менее, эти поговорки возникли по таким тяжелым обстоятельствам. Вот то же самое в Иране. У них очень большое количество поговорок и примеров из классической персидской поэзии, строчек, которые они в качестве поговорок используют на самом деле между собой в разговорах, которые связаны с тем, что ничего не говори, нас подслушивают, скрывай свои мысли, не будь доверчивым и так далее. То есть это прямо вот в национальный менталитет входит. Таков Иран. И, ну, например, рука над норой, думай о змее. Держишь розу в руке, думай о шипах. Не поверяй секретов своих другу. У друга есть друг. Думай о друге друга. Представляешь? Это вот нормально, если взять классический словарь Гафарова, который весь набит вот примерами из классической персидской поэзии, там таких примеров немеренное количество. Вот я не знаю, есть ли у Трампа советники, которые ему объясняют, кто перед ним сидит, с кем он переговоры ведет. Это очень непростой народ. Может быть, и его вот эти вот такие ковбойские методы, ну, быстро налететь, прижать к стенке, там, заставить сдаться и так далее, может, они и не работают вообще в случае с Ираном. Как мы видим, много где не работают. Да. Вот я просто хотел рассказать об этом, потому что, ну, персы особый народ, вот, национальный менталитет в отношении того, как они относятся к информации, только ли, как они от себя отдают информацию, насколько они склонны вообще доверять собеседнику. Очень серьезные вещи. Вот я думаю, что у меня есть сильное подозрение, что американцы даже не заморачиваются такими проблемами, а они на самом деле обязательно должны учитываться во время переговоров. Таких серьезных, больших переговоров, как судьба персидской атомной бомбы. Почему у тебя такое мнение, что они не заморачиваются? Мне кажется, слишком быстро происходит смена позиций, и самое главное, на ключевых постах
оказываются бизнесмены, привыкшие к быстрому заключению сделок. Да и сам Трамп такой, понимаешь? То есть это, это торговцы. Рекс Тиллерсон? Нет, ну сейчас что у нас, госсекретарь, это профессиональный дипломат, что ли? Политик. Не кадровый дипломат, не человек, который имеет страноведческую подготовку. Женя, я об этом говорю, понимаешь? Конечно, я не отказываю ему в уме, там, в том, что он опытный там, человек и так далее. Нет, но есть разница. В Европе другая традиция вот, дипломатической работы и вообще внешнеполитической. Другая, не американская. Вот, наверное, об этом хотел сказать. Мы периодически видим новости о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО. То, например, Польша, то страны Балтии. Сувалский коридор периодически фигурирует в этих новостях. Вот в частности, на днях была новость о том, что Минобороны Литвы собираются укреплять. Вместе с поляками. Да. И большие деньги, там 125, по-моему, миллионов долларов, если я сейчас не ошибаюсь, собираются потратить там на дороги, на инфраструктуру, все это. И министр обороны Германии ведь недавно говорил, что поход советской армии, российской армии в Европу состоится в 27 году или там, в 29-м году. То есть постоянно они такие вещи говорят. Вот Сувалский коридор, это мы посмотрим на все вот эти три государства Прибалтики, Эстония, Латвия, там, Литва внизу, они граничат с Россией, с Белоруссией. И вдруг на западе появляется еще вот этот анклав Калининградского, да, Кенигсберг. Значит, в этом месте идет сужение, и дальше идет очень небольшой участок, 100 километров, где вот граница между Литвой и Польшей, которую, по идее, и можно использовать вот для логистики, для транспорта, для снабжения и так далее. На самом деле он вообще не используется для этого. Все снабжение Прибалтики идет через порты. И так было и в Советском Союзе, и так было до Советского Союза. Это самое мощное все, что можно придумать. Это все паромы, огромное количество терминалов, нефть и так далее. Все. Венспилский порт строил весь Советский Союз. Поэтому говорить о том, что там Сувалский коридор, этот несчастный, в котором там они дороги решили укрепить, каким-то образом повлияет, никак, вообще никак не повлияет. Это искусственный такой пропагандистский объект созданный. Что вот видите, кусочек, это все, что держит нас вот на этой, вот, извиняюсь за такое выражение, сопле, держит нас на связи с всей остальной Европой, сухопутная часть. На самом деле, еще раз говорю, никакого серьезного, так сказать, влияния этот кусочек суши на снабжение этих трех стран не оказывает. Но вот они все-таки перережут, потому что это же граница между, там граница с одной стороны Белоруссия, не Россия, а Белоруссия, а с другой стороны Калининградская область. И вот они обязательно отправятся из Белоруссии, русская армия, из Белоруссии в Калининград, перережет и так далее. Вот весь опыт специальной военной операции свидетельствует о том, что любой полководец, который твердо решит уничтожить свою армию, должен повести ее в Сувалский коридор. И там она погибнет. Хочешь вот такую славу себе посмертную создать, бери свои дивизии и иди на Калининград из Беларуси. Тебе конец. Потому что все, что сейчас мы видим на Украине, все, что происходит, это FPV-дроны, контроль со всех сторон, значит, с польской и с литовской сторон этот коридор пробить, если, то он должен быть шириной не менее 100 километров, уже просто шириной. И все равно дроны сейчас залетают
уже спокойно территорию 30 километров, 40 километров, а уж я не говорю про такие вещи, как Хаймерс там, и так далее. Это просто непрерывные обстрелы. Кто там продержится вот в этом лесистом, болотистом крае достаточное время, чтобы, сказать, самому себе доказать, что он мужчина, я не знаю. На самом деле это миф. Вот, это миф. Но он очень, так сказать, добросовестно поддерживается и журналистами, и, конечно, всякими отставными, и не только отставными, западными военными. Потому что вот это ключевое место, через которое российская армия обязательно пойдет на запад. Ну, допустим, это Белоруссия. Там еще надо войска сконцентрировать, чтобы пойти на Суворовский коридор. Это не территория России. Хотя бы это надо понимать. Вот, там много есть вопросов. Но мы еще с тобой не раз и не два услышим про смертельную опасность вторжения в Суворовский коридор. Ну, на этом у нас все. Большое спасибо, что посмотрели этот выпуск. Поставьте лайк этому видео, пожалуйста, если еще не поставили. И на наш Телеграм подписывайтесь. И на наш Boosty аккаунт подписывайтесь. Ну а почему? Надо же, наверное, подписываться. Нам хотелось бы, чтобы наши зрители подписывались и на сам YouTube-канал. Да. Потому что YouTube-канал – это важная вещь. И у нас очень большое количество аудитории смотрит YouTube-канал, но не подписано. Ну, это обычная история. Да. Да. Призываю вас тоже. Спасибо, что нас посмотрели, и мы обязательно будем стремиться к тому, чтобы вам было интересно, как всегда. Подписывайтесь на наш YouTube-канал тоже. Ну, отдельное спасибо всем, кто нас смотрит на Boosty. Всего доброго. До свидания. До свидания.